Всем привет! Решила с вами обсудить еще один вид спорта, которым с удовольствием стала увлекаться – классический серфинг. Я решила продолжить обсуждение экстремальных видов спорта, так как вокруг меня постоянно идут споры. Опасный вид спорта или не опасный? Можно ли детям заниматься тем или иным видом спорта или нельзя? Я надеюсь, что своим примером покажу, что смелость и интерес решают, надо ли им заниматься или нет. А все опасности очень преувеличены у наших непривычных к разным увлечениям взрослых. Отправимся на океанический берег немедленно! Кто вы такая? Как кто? Я талант. Самолеток. Изобретательница и путешественница. Серфинг – это когда человек на специальной доске спускается с волны. Выглядит это примерно так. Вы выжидаете в месте, где образуются подходящие волны. Волна поднимается, вы резко обгоняете ее и устраиваетесь в ее пасти. И вместе с ней несетесь на доске вперед. При этом вы должны успеть вовремя подплыть, вскочить на ноги и удержаться до самого окончания аттракциона. Дальше есть целая куча приемов, которые позволяют кататься на волне дольше и выполнять некоторые трюки. Но честно, даже и без трюков, это очень захватывающий, сложный и интересный вид спорта. И действительно, устоять на доске иногда непросто. И обучение проходит не так быстро, как у меня было с горными лыжами, например. Выглядит это, конечно, страшно. Во-первых, ты должен оказаться внутри волны. Сверху волны удержаться невозможно. Хищная пасть волны так и спешит тебя проглотить, а ты от нее как бы улепетываешь. Ну и если не удержишься, хорошего мало. Волна закручивает тебя внутрь, сверху вторая, ну и так далее. Но если все выходит, восторгу нет предела, даже у взрослых серфингистов. Существует куча разных видов серфинга, так как это очень древний вид спорта. Им занимались на Гавайях с незапамятных времен, а европейцам он известен аж с 1767 года. А теперь вездесущие американцы даже убедились всех включить серфинг в олимпийскую программу. Я читала, что серфингом занимаются с 4 лет, а на разных видео вы увидите, как малыши закручивают доску на волне, будто взрослые профессионалы. Не знаю, что и сказать. Точно в моем возрасте кататься уже получается вполне осознанно. На своем примере могу сказать, что это невероятно интересный вид спорта. К тому же он развивает совершенно различные группы мышц. Серфинг – это и работа ног, и всей нижней части тела. Это и плечи, ведь до волн приходится гоняться с помощью грибков рук, а это непросто. Очень разносторонний вид спорта. Насколько подвластно это малышам? Но с другой стороны, на коньках я с 3. Может, такие известия для гавайцев были бы тоже шокирующими. Мы с вами живем далеко от океана, а кататься в нашем Черном море не выйдет. Для серфинга подходят в основном океанические волны, да еще и не все. До некоторых приходится добираться на катерах, с берега не добраться. Где же заниматься серфингом, кроме Гавайев? Лучшие варианты: Бали, о котором я рассказывала в небольшой серии роликов, Шри-Ланка, Португалия, Марокко, Латинская Америка. Ну а для более умелых – Мальдивы, например. Ну и на Мальдивах нашлись места для начинающих юных серферов. Надолго, конечно, в такое место не уедешь, да и всегда на таком отдыхе каждая минута на счету. Когда речь шла о горных лыжах, мы уже с вами говорили, что самое правильное – это заранее подготовиться. Изучить базисы спорта, основные движения, понять принципы. Сделать это можно, посмотрев различные ролики на ютубе. Как правильно подниматься из лежачего состояния, как тренировать подходящие мышцы. Практиковаться можно и дома.
Ну и подходящее решение попробовать себя на различных тренажерах. Благодаря небольшому количеству занятий я более уверенно встала на доску и вообще не тратила время на обычные береговые упражнения и практически сразу отправилась на настоящие, хоть и небольшие волны. Для серфинга есть два типа тренажеров. Искусственные волны с имитацией волны и просто с потоком воды. Оба вида тренажера очень помогли мне для океанских волн. Поток волны я испробовала в модном дворце водных видов спорта в Лужниках, в серф-ресторане на Лу-Балу. Сначала заплатите за парковку, а потом на узенькой волне за достаточно высокую цену, практически без присмотра тренера, потренируетесь стоять на доске. Доски маленькие, самое сложное удержаться на них на старте. Потом уже все проще. Первое занятие я вообще в основном летала и привыкала падать, но потом быстро освоилась с балансом тела. Стоять на доске оказалась не такая уж и сложная задача. Лучшая цена и в 2 раза шире волна в серф-хаус в Сколково, но и там существует забавная штука. Когда вы берете индивидуальное занятие, вы все равно заплатите отдельно за столько человек, сколько придет. Время катания не изменится. Одновременно вдвоем стоять на такой волне неудобно. Время тренера тоже, но платите в 2 раза больше. Еще хуже ситуация с Flow Moscow в Люблино. Цена еще выше. Flow Moscow сдает в аренду разным серф-учителям. Они набирают учеников, берут всегда предоплату. И если не набирают нужных им 5 человек, возвращают вам деньги, и урок срывается. Ну и, конечно, вы понимаете, когда на такой волне 7-8 человек одновременно, научиться ничему невозможно. Другое дело фризон на Симферопольском шоссе. Тут вы заплатите ту же цену. Время вместо 60 минут будет всего 30, но это время будет только ваше. Сколько человек приведете, столько и будут кататься. Волна поменьше, чем в Люблино, мне кажется, но встала на нее за 1 раз. И удовольствие получила, и вдоволь покаталась, и подготовилась к серфингу. Ну а сами серферы говорят, что лучшая подготовка к океану – это скейтинг. Он и улучшает координацию, и взаимодействие ног, и укрепляет мышцы спины. К чему я оказалась не готова после этих занятий? Во-первых, серфинг – это очень изматывающий вид спорта, особенно пэдлинг, вот это перебирание руками. Иногда, когда волна накатывает, нужно быстро перебирать руками. Удержаться на доске после тренажеров уже не так сложно. Но в реальности нужно успеть в правильный момент, когда ты оказываешься под волной, вскочить на нее быстро и точно, чтобы не перевернуться. Этому можно научиться тоже только на настоящей волне. Третье, самое главное. На практике оказалось, что большую часть времени вы просто лежите на доске, выжидая и выгадывая момент, когда волна подойдет. Должно сложиться 1000 факторов. Надо правильно найти место. Волна постоянно гуляет. Рядом другие серферы, которые тоже ищут правильное место. В общем, тактика и наблюдательность, оказалось, играют решающее значение, чтобы вообще иметь возможность прокатиться на волне. Не то, чтобы сделать это правильно или сделать какой-нибудь этакий финт. Или хотя бы даже устоять на ней. Тут все решает мгновение. Я, конечно, делаю первые шаги в этом непростом спорте и решила поделиться с вами своим замечательным открытием. Идея моего ролика проста. Рядом с вами интересные вещи. Ищите, экспериментируйте, указывайте своим родителям на ваши интересы и увлечения. Наверняка ваши вопросы не останутся без ответов. Может, вы попробуете учиться даже вместе? Ведь это так приятно, когда вместе с ребенком не боится учиться и взрослый. Так приятно иметь своего родителя рядом, обсуждать покорение новых вершин с ним вместе. К тому же вам открывается новый особенный мир людей, характеров, идей. Ведь к простым туристам всегда у местных отношение пренебрежительное. Другое дело, когда вы вместе с ними занимаетесь таким особенным спортом. Удивительный мир рядом с вами. Будем исследовать его и дальше. С вас обязательный лайк и подписка на мой канал Лерушка Путешественница. Путешествуйте со смыслом и не забывайте оставлять комментарии, ведь они помогут сделать канал лучше.